Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как связать вот таких вот тигрят. По высоте они 14 сантиметров, это без учета хвостика. Вязать их легко и просто, даже новички смогут справиться. Поэтому берите крючок и нитки и приступаем. Вязать я буду из пряжи плюшевой. У меня это Himalaya Dolphin Baby. Это цвет оранжевый 80-316. Нам понадобится где-то полмоточка этой пряжи. Также немножко нужно будет белого цвета для мордочки. Еще нужны будут носик и глазки маленького размера. Ну, совсем прям самые маленькие, может там 5 миллиметров. Глазки это у меня бусинки. Я буду их пришивать. Крючок номер 4. Простая иголка с ниткой, ножнички. Немножко еще черной пряжи нужно будет. Тоже вот такой вот, который вы будете вязать всего тигренком. И черная пряжа для вот этих вот полосочек. Начинаем вязать с ножек. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю вот здесь вот. В подсказках переходите, смотрите, там я подробно рассказываю и показываю, как начать и вообще как вязать. Так, начинаем с петельки и 2 воздушных петель. В первую петельку набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. В третьем ряду вяжем 12 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Вязание выворачиваем. И в следующем ряду, в четвертом, вяжем 3 столбика без накида. Можно маркер поставить, если хотите себя как-то проверять, контролировать, помочь себе. 3 столбика без накида в начале ряда провязала. Теперь делаем 3 убавки. Видео по убавкам тоже здесь прикреплю. Я их делаю просто за передние стеночки. Это одна убавка. Вторая. Третья. И 3 столбика без накида до конца ряда. Вот этот ряд мы довязали. В следующем ряду, пятом, 2 столбика без накида вяжем в начале ряда. Затем делаем убавку одну. Дальше делаем 1 столбик без накида. И еще одну убавочку. И 2 столбика без накида до конца ряда. Вот так вот у нас сейчас получается. И теперь нам нужно с 6 по 9 ряд включительно, то есть 4 ряда, провязать по 7 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида 4 ряда. Сейчас прямо сюда добавляем наполнитель немножко. И дальше вывязываем вот эту вот ножку. Вот сейчас мы вот эту штуку сформировали. И сейчас провяжем еще 4 ряда без изменения. Сюда уже наполнитель я не добавляю, только вниз. Все это я провязала, делаю соединительный столбик, обрезаю ниточку
Затягиваю ее, прячу вовнутрь, одна ножка у нас готова. Здесь вот так вот придавливаю, формируя носочек. И вторую ножку вяжем точно так же. Две ножки я связала, дальше будем вязать ручки. Тоже делаем 2 воздушные петли, либо кольцо амигуруми. И в первую петельку набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так делаем до конца ряда. У нас 3 раза получится так сделать. В конце ряда будет 9 столбиков без накида. Вот 1 столбик без накида и прибавка это 2-3. 1 столбик без накида это 4 и прибавка в следующую петельку это 5-6. И еще раз столбик без накида это 7 и прибавка это 8-9. Следующий ряд, третий, провязываем просто 9 столбиков без накида. 9 столбиков без накида я провязала. И в четвертом ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. Так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать. Вот вяжем 1 столбик без накида и дальше делаем убавку. Это у нас 1 раз. Снова столбик без накида, убавка. Это у нас 2 раз. Столбик без накида, убавка. Это 3 раз. И теперь нам просто нужно провязать 4 ряда по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Просто в каждую петельку по столбику без накида с 5 по 8 ряд включительно. Это я провязала, вот так вот получается. В следующую петельку делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку. Наполнитель в ручку я не добавляю, потому что она получается очень маленькая. Если ее еще наполнить, будет чересчур большая. Вот так вот выглядит. Вторую ручку вяжем точно так же. Так, 2 ручки и 2 ножки у меня готовы. Сейчас будем вязать туловище и ввязывать ручки и ножки вот в него. Начинаем, как всегда, с кольца амигуруми, либо с 2 воздушных петелек. И в первую петельку, либо в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. Этот ряд я довязала. Дальше у нас идет 4-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Этот ряд я довязала. Дальше 5-й ряд. Будем провязывать ножки. Для этого в начале ряда вяжем 8 столбиков без накида. Я провяжу 1 столбик без накида и поставлю маркер, чтобы себя проверить. Дальше вяжу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь беру ножку, выравниваю, чтобы носочек был посередине. Беру ее вот таким вот образом. Это у меня получится правая ножка. С ножкой я провязываю 3 столбика без накида. В ножку захожу насквозь. В одну и во вторую часть, затем в тельце и провязываю просто вместе. 1 столбик без накида, 2 и 3.
Вот так вот ножку провязали. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот до конца ряда у вас должно остаться 3 петельки. 1, 2 и 3. Мы провязываем вторую ножку, только уже ее берем не таким образом, а выравниваем посерединке, чтобы у нас носочек ровненько был, и берем ее вот так. То есть получается, это у нас как левая ножка будет. И провязываем 3 столбика без накида с этой ножкой. 1, 2 и 3. Вот такая вот красота получается. В следующем ряду, в шестом, вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. А в седьмом ряду, это у нас шестой ряд был, 3 столбика без накида, прибавка до конца ряда. А в седьмом ряду просто провяжем 30 столбиков без накида. То есть вяжем вот эти 2 ряда сейчас самостоятельно. Эти вот 2 ряда я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас идет 8 ряд. Будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Маркер я перенесу уже поближе. И вяжу дальше 2, 3 и делаю убавку. 1, 2, 3 и делаю убавку. И вот так вот вяжем до конца ряда. Этот ряд я довязала. Дальше у нас 9 ряд. Вяжем 2 столбика без накида и убавка. И тоже будем так вязать до конца ряда. Этот ряд я тоже довязала. В следующем ряду 10 просто провязываем 18 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику без накида. Этот ряд я тоже довязала. У нас осталось провязать еще один ряд. Провяжем там ручки. В начале ряда провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем ручку. Ручку не важно, как мы возьмем. И с ручкой провязываем 3 столбика без накида. Тоже заходим насквозь в ручку и в тельце затем. 1 раз. Вот вторая петелька. И третий столбик без накида провязали с ручкой. Теперь по спинке провязываем 8 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8. Как ориентир, до конца ряда у нас 1 петелечка должна остаться. Но это у нас последний ряд, мы на это не обращаем внимания, это просто вам как ориентир. Берем ручку и с ручкой провязываем тоже 3 столбика без накида. То есть 1 петельку как в этом ряду и 2 уже в следующем получается. Так, провязали. Дальше в следующую петельку делаем соединительный столбик. И ниточку обрезаем. Ниточку оставляем для пришивания головы. Я примерно столько оставила. Буду этой ниткой пришивать голову. Посмотрите, вот такое вот красивое тельце у нас получилось. Наполнитель сюда добавляем. И сейчас будем вязать голову. Вот я добавила наполнитель. Голову начинаем вязать белым цветом. Тоже как обычно мы начинаем с кольца амигуруми, либо 2 воздушных петелек.
я делаю 2 воздушные петельки и в первую набираю 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаю 6 прибавок. В следующем ряду, в третьем, вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Так делаем до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать. В конце ряда будет 16 столбиков без накида. Вот я вяжу 1, 2 и делаю прибавку. Это у нас будет 3, 4, 5, 6 и прибавка 7, 8. 9, 10, прибавка 11, 12, 13, 14 и прибавка 15, 16. Этот ряд довязали. Следующий ряд, четвертый. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь добавляем уже, меняем цвет. Оранжевым начинаем дальше вязать. Нам нужно провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так сделать 4 раза. Вот я просто хватаю оранжевую ниточку. Так, белую подтяну сейчас. Захожу просто в следующую петельку, хватаю оранжевую ниточку и провязываю столбик без накида. Здесь я просто завязываю узелок. Белую ниточку я уже обрежу. И вяжу дальше оранжевым цветом. Мне нужно провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка 4 раза. Вот 1 столбик без накида я провязала, значит в следующую петельку я вяжу прибавку. Это у нас 1 раз. 1 столбик без накида, прибавка. Это 2 раз. 1 столбик без накида, прибавка, это 3 раз. И 1 столбик без накида, прибавка, это 4 раз. Ряд у нас этот закончился. Следующий ряд у нас будет 5. Тоже вяжем в начале ряда 8 столбиков без накида. Я вот 1 столбик без накида провяжу и поставлю маркер. И дальше вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А теперь провязываем 2 столбика без накида прибавкой. Тоже нам так нужно будет сделать 4 раза. Вот делаем 1, 2 и прибавка. Это 3, 4. Смотрите, у нас прибавочки идут над прибавками предыдущего ряда, когда мы вязали 1 столбик без накида, прибавка. Снова 2 столбика без накида и прибавка. Это у нас 2 раз. 2 столбика без накида, прибавка, это 3 раз. И 2 столбика без накида, прибавка, это 4 раз. И ряд закончился. Вот так вот, видите, как красиво получается. Дальше нам нужно провязать в 6-м ряду 3 столбика без накида, прибавка. И так сделать вот до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Этот ряд с прибавками я закончила. Дальше будем вязать 2 ряда, 7 и 8, по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Эти я 2 ряда провязала, теперь я покажу, где мы вставим носик. Здесь вот удобно показывать, у нас как раз закончился белый цвет, и находим эти 2 ряда, 4 и 5, где мы вязали 1 столбик без накида, прибавка, и 2 столбика без накида, прибавка в конце ряда.
по 4 раза. Вот как раз прибавками мы закончили. И вот эти вот 4 прибавочки ищем. Вот одна прибавка, вторая, третья и четвертая. И также здесь прибавочки через 2 петельки. Вот одна прибавка, 2 столбика пропустили, вторая прибавка, 2 столбика пропустили, третья и четвертая. Вот находим этот момент. Вот так вот. И посерединке, прям вот у нас первый ряд, прям за первым рядом, вот сюда вот, вставляем носик. Он у нас, получается, идет между средними прибавочками. Можно даже не сюда, а вот сюда вставить, допустим. Так. Вот, видите? У нас вот прибавочка и вот прибавочка. И между ними еще по прибавочке. И вот мы как раз между этими средними прибавками вставили носик. С этой стороны его закрепляем. Вот так вот. Хорошенечко закрепили. И вяжем дальше. А дальше у нас 9 ряд, вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Это мы провяжем 9 ряд. В 10 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. И тоже так до конца ряда. В 11 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И тоже так до конца ряда. То есть мы уже заканчиваем вязать голову. Добавляем наполнитель хорошенечко. И заканчиваем убавками. Вот хотела вам показать, как выглядит вязание. Это я закончила вязать 11 ряд, 1 столбик без накида, убавка. И вот сейчас добавляем наполнитель и заканчиваем просто вот это вот вязание убавками. Вот такая вот голова должна получиться. Теперь нам нужно ее пришить к туловищу. Ставим ее ровненько, чтобы носик был посерединке. Я использую спицы. Можно палочки от суши, там все что угодно. Ну вот спицами очень удобно. Я ее креплю с 2 сторон, чтобы она у меня не двигалась. Вот тут я, конечно, как-то неровно закрепила. Вот так вот я ее креплю. И просто с помощью крючочка, либо можно продеть в иголочку ниточку. Я вот так вот пришиваю. Захожу сначала в одну часть, затем в другую. Постепенно прошиваю все по кругу. Вот так вот я пришила голову. Сейчас свяжем ушки. Ушки вяжутся просто вообще в 2 ряда. Я делаю либо кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. И во втором ряду я делаю 6 прибавок. И все, ушко будет готово.
Вот 6 прибавок сделала, в следующую петельку делаю соединительный столбик и обрезаю ниточку. Вытягиваю, затягиваю, я их пропускаю, эту в одну сторону, а этот хвостик первый в другую сторону. Ушко выворачиваю. Здесь я завязываю узелок. Узелок я завязала, ниточки эти обрезаю. И теперь вот еще с помощью обычной иголочки с ниткой я вот тут вот попрошиваю, просто чтобы у меня эти хвостики никуда не делись. Вот так вот. И можно сразу пришить это ушко к голове. Пришиваем там, где вам нравится, где вы видите, там и пришивайте. Я просто прикладываю и вот так вот прошиваю тоже сначала к ушку, в ушко захожу, потом в голову. Все, это ушко мы пришили. И второе ушко пришьем, свяжем и пришьем точно так же с этой стороны. Так, ушки я пришила, сейчас будем пришивать глазки. Вот я уже черную ниточку зашла, просто зашла с краю. Беру бусинку, так как у меня это бусинки. И вот здесь вот пришиваю. Вот здесь вот еще идем вниз, посерединке выходим. Посерединке выходим, затягиваем. И вот тут вот тоже нам нужно сделать прям до носика. До носика и вот на пересечении вот этих вот цветов. Стягиваем. И здесь через петельку идем. Тоже выходим в серединку. И подтягиваем. Теперь, можно опять сюда сходить. Это не принципиально. Идем к этому глазику. Подтянем еще его. Тоже выходим в серединку. Затягиваем хорошо. И вот такая вот красота уже готова. Теперь можно сразу идти делать вот эти вот черненькие полосочки. Я их делаю несколько штук. Вообще, где вам нравится. И в белой части они у меня есть.
И вот так вот. Тут сделаю такую небольшую полосочку. Да, где делать полосочки, это вы уже сами смотрите, как вам нравится. Я пока оставлю, сейчас покажу, как вот эту вот штуку сделать оранжевую. Можно взять обычную иголку, можно пластмассовую. Я просто беру оранжевую ниточку, захожу где-то с краю и вот сюда прям в глазик выхожу, подтягиваю, здесь ниточку оставляю хвостик и просто прошью от глазика к глазику вот эту вот перемычку над носиком, просто вот этим вот цветом. Прям до носика нам нужно будет прошить. Мы просто вот такие вот штучки сделали. Сейчас возьму поближе, чтобы получше, покрасивее это все позатягивать. Вот здесь вот я вышла иголочкой, ну, когда тут уже все попрошивала, мне все понравилось. Вышла иголочкой к этой же ниточке, обрежу ее, завяжу там узелок и спрячу ниточки вовнутрь. Есть. Теперь я делаю, как я уже сказала, черной ниточкой вот эти вот полосочки. Просто тоже иголочкой с ниточкой буду ходить, вот как мне нравится, и по ножкам. Вот здесь вот как будто коготочки сделаю, здесь как будто коготочки сделаю, видите? В общем, это мы делаем самостоятельно. Просто вот где вам нравится, эти полосочки оформили. И еще осталось нам связать хвостик. В итоге вот какие этого тигрика сделала. Красота такая вот. Сейчас сделаем хвостик. И будет готов наш тигренок. Вяжем хвостик, начинаем черным цветом. Сейчас я для примерчика вот так положу. Черным цветом начинаем все как обычно, либо в кольцо амигуруми, либо в первую петельку набираем 6 столбиков без накида. Я вот в первую петельку набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь я добавляю оранжевый цвет, дальше буду вязать оранжевым и иногда просто делать вот эти вот по 3 петельки у меня здесь получается. Я 1, 2 и 3. 3 раза я добавила еще вот эти вот полосочки по 3 петелечки. Через каждые 2 ряда. Вообще нам нужно дальше вязать все время по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Вот я сейчас
присоединю ниточку оранжевую и буду дальше вязать со 2 по 10 ряд включительно. Вяжем по 6 столбиков без накида в каждом ряду. В итоге я провязала не 10, а 12 рядов. Вот если посчитать от начала до конца, то 12 рядов я провязала. Вот таким вот образом. И сейчас в следующем ряду я провяжу 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так я сделаю 3 раза. 1 и прибавка это 2, 3. 4 и прибавка 5, 6, 7 и прибавка 8, 9. Теперь делаю соединительный столбик в следующую петелечку и обрезаю ниточку и оранжевую, и черную. Эту оранжевую я сюда вот притяну и все это спрячу внутри хвостиком. Так, вот такой вот хвостик готов. Наполнитель я сюда не добавляю. Нам сейчас его нужно пришить просто по кругу. Вот сюда вот. Я обычной иголочкой с ниточкой беру и пришиваю его. Вот так вот по кругу пришью, и тигрик будет готов. И в итоге вот такой вот красивый тигренок у нас получился. Хвостик пришила. Ну, красота же. 1 и 2. Банда. В общем, вот такой вот мастер-класс получился. Я старалась. От вас я, как всегда, жду комментарии под этим видео, лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.